Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. В прошлом видео я оставил в самом видео в конце домашнее задание, которое вам нужно было исполнить. Естественно, кто-то может даже и прошлого видео не видел, тогда я рекомендую его пересмотреть. Либо, если вы его видели, в данном видео мы сделаем небольшой разбор самих задач. Выполним их, чтобы вы понимали, как это все делается, возможно, себя как-то перепроверили. В принципе, так я буду строить все свои уроки. То есть сначала мы будем теорию и немножко практики, после чего оставляю домашнюю задачу, вы ее будете пытаться выполнить, после чего как бы мы вместе ее делаем. И так понятнее, в принципе. То есть, как бы в любом случае для вас это практика, практика и еще раз практика. А для меня это, понятное дело, как бы более понятное выставление того контента, который я даю. Я думаю, что в принципе мы готовы начинать. Давайте откроем, напоминаю, локальный сервер, который позволит нам запустить нашу среду. После чего открываем редактор, в котором мы будем работать. Ну и, конечно же, запускаем сам проект в браузере. И вот мы перешли на страничку с самими задачами. Кто не помнит, давайте их зачитаю. Первое у нас будет просто создание переменных. Я буду немножко усложнять задачки, потому что все-таки они очень простые. Понятное дело, что в следующих уроках, чем дальше, тем они будут сложнее, сами задачи. И понятное дело, что они будут и длиннее уроки, но тем не менее буду стараться максимально пересмотреть с разных сторон данные задачи. И эти тоже, то есть чтобы можно было максимально понять, как работать с переменными. Первая будет создание переменных, вторая работа с числовыми переменными и третья работа со строками. В первой задаче нам нужно создать переменную с именем имя, присвоить ей свое имя, создать переменную с именем возраст и также присвоить ей ваш возраст. Давайте это и сделаем. Открываем Sublime Text, вводим название переменной name и вводим туда свое имя. В моем случае это будет Сергей. И вводим еще одну переменную age, в которой запишем свой возраст. После этого сохраняем. Давайте запустим сам проект. И, в принципе, у нас ничего не появилось. Почему так? Потому что мы ничего не выводим на экран. Для этого нужно писать такой оператор, как echo. Echo. И давайте я напишу, чтобы понимать, что это первая задача. Первая задача. Также я напишу из HTML знак BR, тег BR, запоминаем. Этот тег нам дает возможность перенести строчку вниз, сделать, условно говоря, Enter. Так как, если вы смотрели предыдущий урок, я объяснял, что как бы PHP не понимает, хочу ли я перенести на следующую строку или писать с этой же строки. Поэтому все, что ему скажешь, что он и сделает. А по умолчанию он это все соединяет в одну цельную большущую строку. Итак, мы записали первая задача. И здесь, в принципе, давайте напишем какую-то строку, в которой мы напишем «Привет, Сергей». Нет, давайте не так. Меня зовут Сергей, мне 29 лет. Как-то вот в таком ключе. Меня зовут. И вставим переменную, чтобы все, что мы будем хранить в name, чтобы оно подставлялось, скажем так, под задачу. Name, меня зовут мне
и ставим туда возраст все-таки, чтобы подставился возраст, age, и допишем лет. Теперь давайте попытаемся вывести это на экран, и все отлично работает. Меня зовут Сергей, мне 29 лет. То есть все, что бы мы здесь не написали, хоть там 85, 83, 90, 100, 150, все это подставится, так как мы эти данные храним в переменной. Хочу обратить вам внимание на то, что я пишу вот 83 в строке. А что будет, если я задам тип данных int, то есть целое чисельное, то есть как бы у нас получается, что строка и число, как бы разные типы данных, но так как PHP не строгий язык, не строго типизированный, если быть точнее, он такие вещи умеет, в принципе, понимает, да, и конвертирует число в строку, если нужно, да. Давайте я запишу 29 в виде числа, и, в принципе, никаких проблем. Если я даже добавлю точку и после точки еще какую-то цифру, также нет никаких проблем. То есть в первом случае мы писали с типом данных int, и во втором случае мы даже нет, с типом данных string, во втором случае с типом данных int, а сейчас мы написали с типом данных float. И в принципе проблем нет. Если мы задали какой-то другой тип данных, понятное дело, что PHP уже бы ругался. Так, в принципе, задача готова. Давайте перейдем к следующей. Также напишем эхо, чтобы как-то это все дело разделить и понимать, что мы все-таки ее пишем отдельно. Вот мы сделали опять BR-ку. Как бы так будет понятнее. Ага, мы перед этим не поставили BR. И снова. Все четко. Давайте пишем точно так же. Эхо. Вторая задача. И смотрим, что у нас там со второй задачей. Работа с числовыми переменными. Создайте переменные x и y и присвойте им числовые значения. Выполните следующие операции: сложение, вычитание, умножение и деление. Давайте сделаем. Нам нужно создать переменную x и задать им какое-то число. Давайте пусть будет это какое-то рандомное число. Вот я, в принципе, хоть как напишу. И создадим еще одну переменную y и зададим ей также рандомное число. Теперь нам нужно сделать сложение, умножение, вычитание и деление. То есть 4 операции. Если помните, я показывал табличку на php.net, как делать сложение, умножение и другие логические операции. Также арифметические, то есть я показывал 2 таблички там. Думаю, кто смотрел, помнит это, кто не смотрел, в принципе, смотрите и запоминайте. То есть у нас получается, давайте вывести на экран, что там так, x плюс y, да, $y. Мы сделали сложение. Теперь x минус это вычитание, еще одна это будет умножение и еще одна деление. Что удобно, мы переменные все-таки записываем какие-то цифры и можем это все умножать, делить и делать с ним что хотим. Помним, что хп все соединяет в одну строку, и у нас здесь вышла одна очень большая и непонятная цифра. То есть нам нужно это как-то разделить. Как бы это можно сделать? Давайте, наверное, поместим их еще в какие-то переменные, чтобы было нагляднее, да? И после чего по отдельности выведем с помощью эко
и ТГБР. Так, давайте А, Б, С, Д, да. А равно, это будет у нас сложение, Б это вычитание, С это умножение и D это у нас деление. Теперь можем вывести с помощью эко. И как бы это вывести? Давайте наподобие вот такого примера, в котором мы используем также и конкатенацию. Конкатенация — это возможность склеить две строки. Ну, у нас как бы строка и int, возможно, даже float. То есть как бы зависит от того, что мы получаем. Кстати, давайте, чтобы понимать, также можем в Wordamp это вывести. А, Б, С и D. Сделаем это для того, чтобы понимать, как бы, в каких типах данных мы получили данные строчки. Ну, либо циферки. Так, и запишем, что x. Почему я пишу, кстати, в операторских скобках? Операторские скобки позволяют экранизировать строку, и если в них есть какой-то лишний знак, то есть как бы одинарная скобочка или это, она экранизируется. И в принципе проблем с выводом не должно быть. Возможно, я ошибаюсь, но как бы я уже пишу их по привычке. То есть мне так более понятно, ну и код как бы более понятный, что здесь я вставляю переменную. Так, x плюс. Хотя можно писать и вот так вот. Так. И проблем в принципе не должно быть. Но как бы не буду изменять своим привычкам. Так, y равно. И здесь мы используем конкатенацию и а. Давайте еще раз конкатенацию и br запишем, чтобы это было все с новой строки. Теперь мы как бы умножаем это все дело, потому что, ну, как бы, чтобы быстро было, да, на то мы и учимся программированию, чтобы делать такие вещи максимально быстро и просто. Так, минус, делить, умножить и делить, да. И также вставляем соответствующие переменные. То есть А, Б, С и D. Что мы получили? Мы получили первое число int. Кстати, вот у нас здесь небольшая проблема. То есть вот эта строка, она как бы не перенеслась. Ну, можно также записать br перед ним. И все станет на свои места. Первая строка получила тип данных int, то есть целочисленная. Вторая строка получила также int. Третья строка, там где мы умножали, мы также целое число получили. Ну а если мы делим те числа, которые мы задали, давайте посмотрим, что мы там задали. 432 и 323. Да? Если делить их друг на друга, мы получаем не целое число, а число, которое имеет точку и кому. Там, в принципе, разделительный знак можно всегда для вывода менять. И мы получили как бы плавающее число. Давайте, наверное, поменяем на другие цифры. Сделаем более такие понятные цифры, чтобы можно было без калькулятора посчитать легко и удобно. Давайте 3 и 5. В принципе, думаю, это достаточно простые числа. Так, которые легко можно будет посчитать. Что в итоге у нас получилось? 3 плюс 5 8. Все правильно.
3 минус 5 это минус 2. То есть, в принципе, тут также все правильно. 3 умножить на 5 это 15. И 3 делить на 5 это 0,6. Да? Давайте поменяем местами, может, эти цифры. Давайте вообще я запишу даже 6. Там, да, делить на 3. Там, или множить, или плюсовать. Это также будет понятно. То есть, в принципе, 6 плюс 3 9, 6 минус 3 3, ну, умножаем и делим. В принципе, здесь очевидно, понятно, что все работает правильно, как мы задали. И давайте третью задачку возьмем. Третья задачка также будет несложная. Мы, в принципе, в третьей задаче по факту все сделали, все, что мы должны были сделать. Ну, как бы все уже сделано наперед. Тут вообще максимально все просто. Создайте переменную с именем город, присвойте ей значение вашего города. Создайте переменную с именем страна, присвойте ей название вашей страны. Объедините город и страну в переменную местоположение. То есть 3 переменные, да? И просто вывести на экран. Давайте это сделаем. Так, также сделаем еще небольшое разделение, чтобы все максимально красиво было, да. То есть мы здесь вставляем ту же самую строчку. И у нас как бы вот видите задачка 1, задачка 2 и задачка 3. И создаем переменные. Так, город будет City, да. И мы напишем здесь Hungary. Ой, мы же все-таки город пишем. Значит, Будапешт. Будапешт. Также создадим еще одну переменную. Это будет country, в которую мы запишем Hungary. Так, сохраняем. В принципе, понимаем, что ничего не выводится, потому что мы хоть и записали нашу ячейку данных, какие-то данные, но мы этого не вывели на экран. Но нам нужно еще создать третью переменную. Это геопозиция, да? Как-то так. Или местоположение. И в него мы должны как бы соединить две строки. Для этого мы используем конкатенацию. То есть мы берем city, конкатенация и country. Сохранить. Ага, мы ничего не вывели, а я бы уже смотрел результат. И делаем эко. И выводим туда геопозицию. Что мы получили? Мы получили Будапешт, Hungary. Но есть одна проблемка все-таки. Будапешт и Hungary, они пишутся не вместе все-таки, да, а раздельно. Поэтому давайте мы добавим сюда строчку какую-то, да. То есть мы написали переменная, сказали PHP, что мы хотим их соединить вместе. Мы вставили конкатенацию. Дальше строчку снова. И после него снова конкатенацию, чтобы PHP понимал, что мы хотим переменную соединить со строчкой, которую хотим соединить с переменной, ну, со следующей. И вот так вот как бы по кусочкам. Сюда вставим пробел, сохраняем, смотрим. Все получилось очень даже красиво, но я бы еще добавил кому. То есть мы, в принципе, сюда можем писать уже любой текст, правильно? Но я добавлю всего лишь кому, чтобы было более похоже на какой-то адрес. В принципе, задачки мы решили. Будем переходить к следующему уроку. Если вам понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться. Задаем абсолютно любые вопросы. После подписки ставим колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока-пока, до следующих видео.